Тао – путь вознесения. Стереотип смерти. Полного уничтожения. Часть 1. Эта информация предназначена для всех пробуждающихся ото сна представителей человеческого рода, для тех, кто, оглядываясь вокруг себя, испытывает чувство, что в этом мире что-то не так с человеческой природой, всей существующей человеческой цивилизацией. Вознесение требует точного сбора информации обо всех родовых событиях и карме, для того, чтобы очищать карму в любом заданном вибрационном диапазоне, в целях вознесения. Только когда в мировом вознесении Земли были открыты человеческие, голографические планы, появилась возможность сделать реальную оценку полной человеческой истории. На это ушло время для повторного сбора архивов информации и истории, с тем, чтобы провести точную оценку всех эпизодов и инцидентов в целях мирового вознесения, а также вознесения человека. Те, кто опекали человеческую грезу, не имели интереса к вознесению, поэтому точная запись человеческих событий никогда не осуществлялась. Несмотря на это, происходившие события все же записывались в человеческой грезе, но не последовательным образом. Вместо последовательного расположения записей событий во времени, записи найдены зарегистрированными на основе эмоционального резонанса. Все записи определенного характера, которые обладали одинаковой эмоционально-вибрационной составляющей, удерживались в своей отдельной сфере. В человеческом вознесении это относится к какой-либо области формы, хранящей в себе все записи опыта определенного типа. Если опыт чрезмерно болезнен, область тела также может чрезмерно быстро распадаться, стариться или приносить боль, травмироваться, что обусловлено наличием всех болезненных записей, комбинированных друг с другом и располагающихся в одной и той же области физической формы. Когда были открыты голографические планы, удалось выстроить в полную картину, содержащую все не до конца понимавшиеся записи обрывков человеческой истории, которые были накоплены прежде, из человеческого вознесения. Ибо голограммы восстановили последовательность записи истории, каждой, когда-либо существовавшей на Земле человеческой жизни. Поэтому открытие архивов чрезвычайно важно и полезно, так как позволило многому, ранее неизвестному, стать понимаемым. В этом аспекте Земля хотела бы поделиться относительно подробным изложением человеческой истории, как с физической, так и с нефизической перспективы. История повторяет себя всякий раз, когда человек не желает изучать определенный духовный урок, и затем выбирать для себя другой исход. Восходящие люди предпочитают изучать свои духовные уроки и продвигаться к созданию новой эры грядущего единства. Земля, как мировой проводник, желает изучить свои уроки в качестве согласованной реальности. При этом будущее, которое изменяется в настоящий момент, предусматривает рождение грядущей золотой эры, а не повторение многих бедствий, которые мучили человечество и вызывали падение сознания на Земле. Возможность физического вознесения после чрезмерно затянувшегося падения сознания на Земле вновь стала реальностью. Реальностью, способной изменять биологическую структуру, регенерировать и увеличивать энергетику каждой клетки. Реальностью, позволяющей восстановить и усилить работу всех тонких тел и чакр. Реальностью, позволяющей непрерывно увеличивать вашу общую энергию, повышая частоту,
выйти из рамок крайней полярности в своем восприятии бытия, и в конце концов, слиться, и стать единым целым со своим истоком. Эта истина, по многим причинам была утеряна, и недоступна эоны времени. Но пришло время возвращаться домой, и все открывается, и становится доступным. Каждая форма в Великом Центральном Солнце имеет генетическую светокопию, которая создает экран, окружающий тело, чтобы притягивать грезу, которая направляет жизнь и сознание по собственному эволюционному пути и к проживанию собственного опыта. Подобным образом, люди и вся жизнь на Земле – это бодрствующая греза. Генетика формы создает экран, известный как эфирная энергетическая решетка, которая захватывает грезу, сходящую вниз по измерениям от вашего солярного солнца, и поддерживающую жизнь формы. Каждый день вашей жизни имеет свой сценарий, который проецируется в качестве бодрствующей грезы данным способом, и если абсолютно никакой проецируемой грезы не существует, то форма умирает, или другими словами, становится безжизненной. Смерть – это опыт, который вследствие утраты сознания человеческим видом, был неправильно истолкован на вашем плане реальности. Внутри Великого Центрального Солнца, грезы приходят и уходят. Форма формируется, материализуется и оживляется на какое-то время, в течение которого она помогает душам в изучении определенного урока существования. Когда урок полностью пройден и выучен, форма дематериализуется, а затем формируется заново, в следующую форму, для души, выразившей желание к совместному взаимодействию. Подобно идее смены формы, материализуется форма, измененная к новому внешнему виду, который необходим душе, чтобы выполнить следующий эволюционный опыт. Вы можете посчитать дематериализацию формы за смерть. Наибольшее отличие здесь – это опыт разложения формы. На Земле, после наступления смерти, форма разлагается на составляющие ее физические элементы, форму хоронят, расчленяют или сжигают, чтобы произошло ускорение ее дальнейшей трансмутации в основные элементы, которые вновь поддерживают жизнь, поскольку пепел и разложение оплодотворяют почву, чтобы процветала жизнь растений. В Великом Центральном Солнце ничто не разлагается, ничто не вещественно, а полуэфирное по природе, и эфирная энергетическая решетка светокопии формы может быть в любое время модифицирована в новую светокопию, при этом форма повторно используется в следующей ступени развития эволюционных реалий души, которая желает проходить опыт с формой. Когда душа завершает свой жизненный урок, тогда и форма завершает свой жизненный цикл, и она, в ярком пламени света, восходит в нефизическом слиянии с душой. Ничего не остается после завершения урока, ни единой частицы тела не должно остаться где-либо в его воплощении. Именно это и осуществляет цикл вознесения. По завершению всевозможных выражений формы, которая послужила эволюционным реалиям прошедшего цикла, форма просто восходит в вибрации, до тех пор, пока душа и формы вновь не сольются в единое сознание. Затем, душа свободно выходит за пределы своей реальности, уходя домой, к Тао. Мысль формы смерти появилась на Земле задолго до человечества. Смерть, в ваших текущих реалиях, есть результат еще одной формы искажения, подпитывающей себя за счет чужой формы, никогда ничего не дающей взамен. Смерть и реинкарнация, как вы их знаете,
символичны для крайней полярности и свойственны сопутствующие искажению. Ибо в таковой, обязательно кто-то должен умереть, подвергнуться распаду, чтобы другой мог родиться и жить. Такие реалии являются искажением закона единого, закона непричинения вреда, и результатом переплетения творений, что в свою очередь породило диссонанс и мрачно звучащие тоны творения, вследствие смешения светокопий, которые никогда не предназначались сочетаться друг с другом. Как вытекает из исследования великим центральным солнцем ваших записей, это основная причина вымирания творений. Однако, есть дополнительно возникшие реалии, под которыми мы подразумеваем некоторые события и обстоятельства в истории Земли и человечества. Примером обстоятельств, свидетельствующих о нарушении закона непричинения вреда, можно считать факт того, что около 6 миллионов планетарных лет назад был произведен рейдерский захват, силовое поглощение одухотворяющего фактора Земли. Новое правление Земли разрушительным образом заменило ее одухотворяющий фактор и имело отношение к вымиранию другого творения, известного как Альберион. Творение Альберион является потухшим из-за гуманоидного падения сознания, и появление гуманоидов Альбериона в управлении Землей является первым значимым фактором появления разрушительной грезы в истории Земли, известным нам в настоящее время. 6 миллионов лет назад, 24 миллиона человеческих лет, арктурианские гуманоиды третьего измерения вынесли и заморозили на поверхности Земли 8 типов ядов, что привело к первому глобальному ледниковому периоду и созданию ледников, которые все еще существуют с того времени. Когда яды проникли в атмосферу, она уже не смогла абсорбировать достаточное количество солнечного света, что в свою очередь заставило ее поверхность охлаждаться ниже температуры замерзания. Все формы жизни, которые нуждались в солнечном свете и теплой температуре, внезапно умерли из-за манипуляций арктурианцев. Не существовало никаких взаимных соглашений с Землей на поглощение токсинов, которые они внесли в нее, чтобы подготовить Арктур к пятимерному восхождению. Арктур попросту переложил свою разрушительную карму на Землю, для того, чтобы, не отрабатывая ее, возноситься. По-видимому, новое правление Земли заключило сделку с гуманоидами Арктуры на хранение, вмещение их ядов на Земле. Земля и Солнце несли утрату сознания, Арктур возносился. Арктур использовал межпространство, чтобы спрессовать в Землю нежелательных сущностей и разрушительную карму, наряду с другими нефизическими механизмами, которые несли препятствия их выбору вознесения. Сейчас Земля возвращает Арктуру все, что он оказался неспособным трансмутировать в собственном вознесении. Возможно, это приведет к падению его сознания. Возможно, арктурианцы найдут другое место, чтобы хранить свой негатив, и таким образом вызовут еще одно падение в третьем измерении, которое будет аналогично земному, или же они все же трансмутируют такую плотность, таким образом, вытягивая в пятом измерении свое ложное вознесение в полное. Арктур происходит из другого великого центрального Солнца, и не подпадает под юрисдикцию нашего великого центрального Солнца, в которое возвращается Земля. Однако, между двумя Солнцами существует тесная коммуникация и разделение записей, которые раскрывает Земля. Возможно, в этом кроется надежда на изменения, а не повторение того же стереотипа, который приводит к смерти,
и вымиранию всего живого. Другой факт планетарной истории известен нам как вымирание кремниевой формы жизни. Это произошло около 4 миллионов планетарных лет назад, 16 миллионов человеческих лет. Присутствие рептильного царства динозавров и гуманоидов рептилоидной генетики было грезой, транслированной на Землю душами-творцами Альфа Центавра, которая также является домом серых и рептилий. Рептилоидный вид никогда не резонировал с Землей. Рептилоидная форма имеет кремниевую основу, диоксид кремния. Кремниевая форма жизни несовместима с формой жизни на основе углерода, и на Земле отсутствует возможность распада такой клеточной структуры. По этой причине останки кремниевых форм жизни на Земле с течением времени не распадаются. Присутствие рептильной формы жизни на Земле вызвало распространение кремниевых токсинов. Земля хотела остановить вещание рептилоидной грезы, переадресовывая ее обратно в другое творение, так как ядовитые тоны творения Альфа Центавра стали входить во всю совокупность видов динозавров, что дало начало охлаждению и разрушению их полей. По этим причинам, секретное правление Земли также предпочло вызвать вымирание динозавров. Земля также предпочла вымирание динозавров, создавая своей грезой еще один малый ледниковый период. В качестве отражения вторжения эфирного яда в пространство Земли, вскоре развернулись реалии, в которых метеор ударил о поверхность Земли, чтобы вызвать на физическом плане охлаждение всей массы динозавров. Земля оказалась способной переадресовать грезу из Альфа Центавра обратно, с тем, чтобы здесь она никогда не смогла повторно выразить себя вновь. Земля признает, что имеет свою причастность к мысли форме смерти, в связи с выражением намерения уничтожения как кремниевой формы жизни, так и в дальнейшем человечества. В этой связи необходимо осознать тот факт, что невозможно желать смерти другому, не пожелав соответствующего опыта самому себе. Невозможно выразить грезу относительно другого вида жизни, кроме того, как выразить эту грезу относительно своей собственной реальности. В этом заключается закон единого, или закон одного, созидательный закон в действии. И в этой связи проводится вся цепочка рассматриваемых нами событий. Следующим обстоятельством, когда Земле были предназначены реалии смерти и разрушения, является Сириус. Как же это случилось? Просмотр генетических архивов заселения показывает, что именно сириусианская раса привнесла человечество на Землю. Первая раса появилась на Земле 75 тысяч планетарных лет назад, примерно спустя 225 тысяч лет после создания ледяных щитов, которые окружали атмосферу Земли и делали ее подобной террариуму, а также вызывали нагрев Земли и позволяли сохранять относительно равномерную температуру в мировом масштабе. 75 тысяч планетарных, 300 тысяч человеческих лет назад, ученые Сириуса отобрали на Землю магнитную гуманоидную форму, выведенную с ограниченным количеством информационных единиц ДНК в космических лабораториях. Таким образом, на Землю импортировали первую группу людей. Эта человеческая форма выжила и воспринимала себя в соответствии с согласованной реальностью Земли, что в общем-то и хотели в первую очередь проверить сириусианские ученые. В то время Сириус и Плеяды постоянно воевали за определенные солнечные системы, которые хранили в себе минералы или ресурсы.
Одна из солнечных систем, за которую воевали Плеяды и Сириус, была Солнечной системой, в которой существует Земля. Непрекращающиеся войны с Плеядами, из-за территориальных споров, вызвали необходимость для сириусианских ученых проводить испытания, с целью выяснить, выживет ли магнитная гуманоидная жизнь на Земле. И если бы в их собственной звездной системе произошла ядерная катастрофа, подобная той, которую они организовали на планете Мальдик, то большая часть сириусианской гуманоидной цивилизации, возможно, перебазировалась бы на Землю. Ученые Сириуса потратили много времени и усилий на создание ледяных щитов, и это проделывалось в ходе подготовки к переселению части их цивилизации на Землю. В конечном счете, ледяные щиты раскололись и разрушились, превратившись в океаны. Плеяды воевали с Сириусом Б по той причине, что сириусианские гуманоиды оказались не в состоянии доставить и выплатить им обещанное золото. Война с Плеядами разрушила ледяные щиты Сириуса Б, что вызвало ее модификацию в голубую планету, покрытую водой, подобную Земле в настоящее время. Сириусианская духовная элита рассматривала также вознесение в пятое измерение, как альтернативу переселения на Землю. В то время, Сириусу для собственного вознесения не хватало 30% золота. Это было еще одной причиной создания сириусианских клонов на Земле, была потребность в золоте, так как собственный золотой запас был сильно истощен сириусианско-плеядианскими войнами. Поэтому, для восполнения собственного запаса золота, они привнесли сюда человечество, в обмен на возможность восстановления собственной золотой октавы, а также отправили сюда своих маргиналов, подобно британцам, которых отправляли в Австралию, как социально неблагонадежных, и которые, возможно, могли не вознестись при переходе их цивилизации в следующие измерения. Когда, наконец, 50 тысяч планетарных лет назад, сириусианская духовная элита увидела реальную возможность вознесения для своей цивилизации, Сириусом А и Б, было принято решение, что Земля и Солнечная система будут переданы Плеядам для добычи ресурсов. Так, когда Сириус передавал Плеядам Землю, в компенсацию за разрушение одной из плеядианских планет, совершенное в ходе возмездия за Сириус, и истощение их золотого запаса, было заключено множество соглашений. Например, соглашение Сириуса с Плеядами на передачу Сириусом раса людей для добычи на Земле золотых ресурсов, которые тогда были необходимы Плеядам для выживания. В то время, разрешение у Земли, и тем более у человечества, никто не спрашивал. Стоявшие в управлении Землей беззаконные души Альбериона согласились на это, ибо это было их желанием, для управления весьма сознательной человеческой формой, чтобы через них впоследствии проявиться на Земле в качестве богов. Плеяды также согласились, однако потребовали у Сириуса обеспечить форму управления, чтобы гарантировать, что золото будет добыто и доставлено, как обещали. Тогда сириусианское руководство решило создать управляющий класс людей, которые наблюдали бы за разворачиваемым на Земле проектом. В связи с этим, 50 тысяч планетарных, 200 тысяч человеческих лет назад, красную расу предоставили в полное распоряжение Плеядам, для того, чтобы использоваться для работы в земных рудниках, поскольку в их генетической разработке предполагалась та или иная степень лояльности, а также было решено привнести на Землю еще одну группу людей, более сознательную человеческую форму элиты с 36 тысячами единиц ДНК,
которая должна была заботиться о менее сознательных, созависимым образом. В это время на Земле уже присутствовала полусознательная гуманоидная форма с 5000 единиц ДНК, предназначенной для рабочих бодхисаттв. Элита, великие мастера, должна была руководить ими, согласно плану Сириуса. Цель этого состояла в том, чтобы заякорить на Земле необходимые элементы управления человеческим видом. Сириусианские ученые взяли 6 женщин из расы рабов, с большими бедрами, и оплодотворили их спермой от родословных великих мастеров Сириуса. Представители родословных великих мастеров имеют намного больше вытянутые черепа, а уровень сознания и обладание информацией многократно выше гуманоидной формы среднего сириусянца. 6 матерей и 6 их детей, которые в человеческой истории символизируются египетской богиней Зида, или богиней Маат, мать, были взяты в лаборатории Сириуса, где дети были рождены и воспитывались специальными преподавателями, дарующими особую природу своей генетике. 6 матерей, или Маат, и Зид, никогда больше не возвращались назад на Землю. Они умерли болезненной смертью, вследствие бессознательной зависти собственного племени, возникшей из-за их видимого доминирующего положения, дающего им роль рождающих более сознательную форму человека. Записи ясно показывают, что каждая из 6 матерей была разрушена бессознательной жестокостью собственного племени и умерла через несколько лет после рождения каждого ребенка. Почему так произошло? Когда из расы красных рабочих взяли 6 красных женщин, назначив им функцию доминирующего положения, в связи с предстоящим рождением элиты, произошла дестабилизация человеческого сознания, создавшая предпосылки для его раскола, ибо намеренная генетическая дифференциация заложила фундамент такового единства, в котором существовала человеческая раса, дало трещину, и это говорит о том, что Сириус преднамеренно предусмотрел этот раскол в человеческом сообществе, с целью его поляризации, как внутри, относительно расы рабочих и мастеров, так и всех гуманоидов Земли, относительно гуманоидов Сириуса. Каждый может желать исследовать собственную карму, что касается выше приведенной информации. Многие женщины, в частности, страдают от проблем с маткой или репродуктивной системой, что в свою очередь связано с кармой смерти Изиды. Первых 6 великих мастеров, обладавших 36 единицами ДНК, рожденных и воспитанных в лабораториях Сириуса, соответствующим образом возвратили на Землю при достижении 25-летнего возраста, и сразу отобрали им партнерш, подобных их матерям. Великие мастера воспитывали своих детей до 25-летнего возраста, или старше. 48 детей великих мастеров подобным же образом брали себе в жены, или мужья из народных масс рабов, производя дополнительное потомство. Некоторые же сочетались браком друг с другом, производя великих мастеров по линии родословной великих мастеров. Каждый из них в течение 8 лет ежегодно давал новое потомство, в сумме приводящее к 48 великим мастерам, включая 6 первоначальных. Так, 48 клонов великих мастеров были выращены из ДНК сириусианской духовной элиты. Однако, часть их генетической информации была урезана, оставляя клонированных мастеров с 36 тысячами единиц ДНК, в то время как правящая духовная элита Сириуса имела в третьем измерении 128 тысяч единиц. Данное обстоятельство позволяло появление многих брешей и дыр,
в поле и форме клонированных мастеров, которых спустя время перебазировали на Землю. Предполагалось, что они смогут проложить путь для вознесения рабочих, этих менее сознательных людей, но без достижения ими полного сознания в форме, поскольку их генетическая структура сильно различалась. Сегодня мы понимаем, что это невозможно, поскольку в этой генетической дифференциации заведомо заложено ограничение для вознесения. У самих сириусианцев, в их цивилизации, не было такой дифференцированной структуры генетики, какая была привнесена на Землю. Во всей системе Сириуса, для сириусианской формы в третьем измерении, использовалась только одна структура ДНК, и эта форма была намного сознательней. Здесь мы видим наличие неявных взаимообусловленных отношений, свойственных первоначальному отбору красной расы. В процессе вознесения, каждый человек должен тащить на себе только свой собственный груз. А как может возносить себя человек, знающий меньше необходимого? Рабочий, отобранный на Землю красной расы, имел только 60% генетики, необходимой ему для вознесения. В то время, люди, и виды растительной и животной природы, полностью находились вне ведения Земли. Они оставались неизвестными, ибо существовали в параллельной грезе, никак не взаимодействовавшей с грезой Земли, до тех самых пор, пока не произошла проблема, которая приводила к изменению мирового магнитного поля. Человеческая греза была расширением грезы Сириуса, которая по природе была как солярной, так и мировой. Данная греза не имела никакого отношения к грезе консенсуса, известного как Земля. Эта греза управлялась группой из 27 солнечных ложных богов, импортированных с Сириуса, только 9 из которых в основном упоминались до сих пор, другие 18 оставались тайной, пока недавнее мировое вознесение не наладило мост с солнечными планами реальности. Солнечный мост составлен из планов реальности, по которым греза опускается из вашего солярного солнца в голографические планы, которые далее транслируют грезу на 7 окружающих Землю планов манифестации. Такое вещание создает всю жизнь в третьем измерении на Земле. Планами солнечного моста начали манипулировать довольно давно, когда ученые Сириуса отбирали жизнь дельфинов, китов и человека для воплощения на Земле. Сириусианские души были оставлены с обязательством переориентировать грезу Сириуса в Солнечную систему, и в частности на Землю, с целью поддерживать на Земле все отобранные формы жизни. Тогда-то планы Солнечного моста и были модифицированы для принятия вещания с Сириуса. Данная модификация никогда не происходила с соглашения Земли или нашей Солнечной системы. В сущности, все присутствие человеческой жизни, жизни дельфинов и китов, и всех других видов, связанных с грезой сириусианцев, это нарушение созидающего закона, ибо в привилегии какого-либо творения, или вида, никогда не входило вторжение и манипулирование творением, или грезой другого создателя. С точки зрения Земли, гуманоидам никогда не вменялось в обязанность сеять жизнь. Исторически, гуманоиды очень мало знают о согласованных реальностях и жизни вообще, так как все это берет свое начало в Великом Центральном Солнце. Но тем не менее, гуманоиды научились манипулировать жизнью, зачастую действуя методами, которые часто приводят к вымиранию заселяемых ими планет. Земля никогда не давала согласия на присутствие в ее реалиях гуманоидной человеческой жизни, и все же, несмотря ни на что, таковое произошло. Точно так же,
как во множестве других мест, на протяжении пространства, времени и формы, где некоторые продолжают существовать и поныне, но абсолютное большинство вымерло. Однако, несмотря на все, вторжение произошло и повлекло за собой далеко идущие последствия, которые Земля и Солнечная система должны преодолевать и осознавать, своевременно вводя поправки, для того, чтобы осуществить свое мировое вознесение. Поэтому мы проделываем такую работу в настоящее время мирового и солнечного вознесения. Мы приходим к пониманию того, как была захвачена наша греза, что в свою очередь позволяет исцеляться от такого вмешательства и переориентировать его таким образом, чтобы оно полностью служило восхождению целого. 9 душ специально прибыли с красными отобранными людьми, выведенными в космическом корабле сириусианцев 75 тысяч лет назад. Земля назвала их ложными красными богами. Именно эти ложные боги дошли до нас известными как Рамма, Яхвех и Иегова, тот, также известный как Гор, или Джехути, Сананда, Вишну, Солярис, Шива, Будда и Леди Будда, также известная под именем Гуаньинь, или Тара. Каждый из таковых прослежен к началу своего происхождения в качестве сознания уровня тела, которое раздувало себя в процессе ложных вознесений в творении, что является уже потухшим, и известно как Альберион. Эти сущности пришли, войдя в человеческие реалии, когда Сириус импортировал на Землю 18 коренных рас. 11 из оригинальных 18 коренных рас погибли в течение первых 1000 лет планетарной жизни, 4000 человеческих лет, после того как ложные боги расширили межпространство в их формах до такой степени, что жизнь в этих родословных уже не могла существовать, поскольку сильно сказывался недостаток жизненной энергии, движущейся по меридианам. В выражениях третьего измерения, каждая из этих 11 коренных рас охватывалась эпидемией, заболевала и шла к вымиранию. Однако, если смотреть с энергетической перспективы, то причиной, лежащей в основе всего происходившего, была недостаточность жизненной энергии, обусловленная расширением межпространства, которое вызывалось этими ложными богами. Данное обстоятельство оставляло в сфере полномочий 9 богов только 7 коренных рас. 2 из богов оставались совершенно неудел, без людей и повелеваниями свыше. Это были Яхве, Иегова и Вишну. 7 выживших красных человеческих племен находятся у истоков племен сегодняшнего дня, связанных с североамериканскими, южноамериканскими индейцами, монгольскими, африканскими, ассирийскими, тибетскими, полинезийскими и австралийскими аборигенными народами. В течение длительного времени 7 коренных рас оставались чистокровными, ибо изначально засеивались в отдаленных друг от друга регионах, где за многие десятки тысяч километров не встречался никто другой. Встреча главным образом исключалась отсутствием транспортных средств. Отбор людей не производился вместе с высокими технологиями, известными Сириусу, а только с ограниченным набором инструментов и достаточным голографическим пониманием реалий, чтобы выжить во влажных тропических джунглях, которые представляла собой Земля в то историческое время. В течение 25 тысяч лет, 100 тысяч человеческих лет, для 7 коренных рас, жизнь продвигалась довольно мирно. Некоторые мигрировали, находя друг друга, и начав смешиваться. Однако, наибольшая часть племени не селилась далее 1500 километров от того места,
где их первоначально поселили. В течение этого периода численность коренных рас увеличилась. Человеческие голографические записи четко показывают, что в те времена человеческой истории большинство племен никогда не превышало 4000 человек, что в свою очередь приравнивалось к наличию во всем мире всего лишь 28 тысяч человек, существовавших в таком количестве большую часть 25-тысячелетнего периода. Племенная природа людей мирно жила в течение 25 тысяч лет, перед отбором великих мастеров. По своим признакам, существованию было общинным и привлекало заниматься собирательством растительной пищи, наряду с очень ограниченным животноводством для потребления молока, поскольку вегетарианство было повсеместным. Некоторые из людей красных народов проживали кочующий образ жизни, передвигаясь между сезонами от одного региона к другому, собирая орехи, фрукты, ягоды и овощи за сезон. Однако остальные учились заниматься сельским хозяйством и оставались в одной и той же области с сезона до сезона. Охота или рыбная ловля не практиковались вообще, поскольку отобранные люди были строгими вегетарианцами. Вегетарианство предусматривает в человеческих взаимоотношениях мир. Поскольку вы не можете разрушать другого, не разрушая себя самого, а убиение по характеру есть разновидность войн, которая рано или поздно неизбежно приводит к человеческой бойне. Поскольку люди были вегетарианцами, они оставались в мире друг с другом и с каждым племенем в течение 25 тысяч лет. Они были романтическими натурами и производили потомство. Эти люди создали ограниченный язык, наряду с духовными или священными ритуалами, которые, как правило, вращались вокруг циклов жизни, роста и сбора урожая, или уборочного сезона, супружества, воспроизводства, воспитания детей и образа жизни в гармонии с окружающими племя царствами природы. И несмотря на то, что отобранные люди никогда не являлись частью грезы Земли, поскольку жили в заякоренной вокруг Земли сириусианской грезе, они никогда не беспокоили Землю. Царства природы с лихвой обеспечивали людей, представленных в ту пору на Земле, не было ни голодания, ни нужды. Одежду и жилье развивали несложными проектами, исходя из предлагаемых природой условий. Продолжительность жизни среднего человека в тот временной период была 2000 человеческих лет. Люди имели регенеративную кристаллическую биологию, которая не знала старения до 1800-летнего возраста. Затем, постепенный выход биологического тела из строя приводил к болезни и смерти, поскольку смерть была запрограммирована генетикой с 5000 информационных единиц ДНК. Великим мастерам древности была дана привилегия возноситься, а не прекращать существование, или умирать в конце своего периода жизни. ДНК великих мастеров формировала специальную структуру, нервную систему, извилины мозга в 3 раза длиннее, нежели в современной человеческой форме, утраченной в человеческой истории Земли. Часто правление такого существа могло длиться многие сотни лет или более, и с его завершением работа передавалась следующему по происхождению, и далее великий мастер мог завершать свое вознесение несколько десятилетий. Во время вознесения, мастер, начинавший процесс с 15 тысяч единиц ДНК, для выполнения процесса вознесения, преобразовывал форму с помощью дополнительных 21 тысяч единиц ДНК. При завершении физического вознесения, форма мастера принимала полупрозрачное состояние,
полуэфирная форма, и душа и форма становились одним, позволяя форме переходить в пятое измерение и передвигаться в эфирных реальностях вместе с душой. В промежутке времени от прибытия на Землю и до уничтожения великих мастеров, вознесение мастеров было обычным для красного человечества Земли. Это продолжалось с момента прибытия на Землю великих мастеров и до момента их смерти. Это были те самые сады Эдема, которые большинство людей голографически хранят в памяти и страстно желают. Однако все же, таковое никогда не являлось частью грезы Земли, а существовало в параллельной грезе. Наблюдавшие за 7 человеческими племенами, красные боги находились в состоянии жажды обрести знания великих мастеров. Ложные боги не владели знаниями о Вознесении. У них появилось недовольство своим положением и зависть к душам, одушевлявшим великих мастеров, к большому наглядному уровню их информированности и понимания. Исходя из зависти, ими был проделан хитрый маневр с помощью коллективной грезы, которая и привлекла Аннану к Земле. Все 48 великих мастеров умерли внезапно и мучительной смертью, приблизительно находясь в возрасте 800 лет. Большинство из них умерли в двухнедельный период, а некоторые из них умерли в течение 8-месячного периода энергетических ударов, просуществовав не более 2000 лет после первоначального отбора. В записях, обнаруженных в мировом вознесении Земли, было раскрыто, что около 49 тысяч планетарных лет назад дельфины и киты были использованы, чтобы убить великих мастеров. Разрушение полей великих мастеров было организовано через бессознательное дельфинов и китов. Неожиданным образом, дельфины и киты по своей природе стали полностью сознательными, с индивидуализированными душами, инкарнирующими в них, вследствие переноса соответствующих записей. Все это происходило в результате передачи гуманоидного голографического сознания от родословных великого мастера к родословным дельфинов и китов. Можно задаться вопросом, как же такое произошло? Красные боги вторглись в реалии дельфинов и китов 49 тысяч планетарных лет назад, использовав коллективную грезу дельфино-китовых видов, и создали через их коллективное поле мощные и резкие энергетические удары по 48 великим мастерам, убившие большинство из них в 14-дневный срок. В данном спланированном маневре души ложного вмешательства использовали коллективное и мировое поле дельфинов и китов в качестве инструмента разрушения, уничтожения, а затем и потребления. При каждой смерти великих мастеров, голографическая информация о их родословной перемещалась к видам дельфинов и китов, а далее изымалась красными богами. Беззаконные души, называемые Землей, красными богами, проделали это для того, чтобы получить знания, которыми они никогда не обладали. К тому времени, дельфины и киты удерживали свою грезу в отношении желания вымирания человечества, которое открывало временные разрывы, через которые семейство Ано или Анануки смогли бы прибыть на Землю в ближайшие 6000 лет, а яды, которые были перемещены на Землю с Арктура 6 миллионов лет назад, были уже вмещены дельфинами и китами, в результате чего данный вид популяции находился на низком уровне сознания, что было использовано красными богами, которые так же, как и дельфины, посчитали несправедливым, что все знания о Вознесении принадлежат великим мастерам.
Грезы дельфинов и китов исходила из желания быть единственным сознательным видом на Земле, что использовалось для того, чтобы разрушить великих мастеров. Можно было бы сказать, что дельфины и киты хотели быть здесь высшим видом. Выяснилось, что случившееся было последствием кармы, которую вобрали в себя земные магнитные дельфины и киты, и имевшие отношение к созданным для войны жестоким арктурианским дельфинам и китам, которую переместила на Землю раса арктурианцев, когда вселяла замороженный диоксид серы в атмосферу Земли примерно 6 миллионов планетарных лет назад. Когда диоксид серы таял, то вместе с кармической информацией входил в водные пути. Со временем, карма была подобрана и стала частью ДНК, живущих в воде, магнитных дельфинов и китов. Данная карма стоит за расой дельфинов и китов, разводившихся с целью истребления людей. Карма берет начало не в вашем творении, а в творении, к которому относится Арктур. Арктур происходит из параллельной вселенной, связанной с вашим космосом. В течение длительного времени Арктур участвовал в собственных войнах, и, по всей видимости, дельфины и киты использовались для причинения вреда арктурианцам в другом времени и в столкновении с другим гуманоидным видом. Подробности недоступны, ибо изначально карма записывалась не в вашем творении. Однако данная карма, когда ее переместили на Землю и вобрали в себя виды дельфинов и китов, разыгралась к отобранным на Землю людям высокого духовного знания. Грезы дельфинов и китов, как и греза красных богов, резонировала с электрической сигнатурой Меркаба и вовлекает каждого в стереотипы собственничества и обладания. Два оставшихся неудел бога, Яхвех и Вишну, искали для себя гуманоидную форму, чтобы с помощью ее охватить человеческое гуманоидное сознание, что впоследствии случилось с пришествием Аннанук. Меркаба – электрическая сигнатура. Электричество разрушает жизнь в магнитном творении. Сигнатура Яхве и Вишну была неподходящей для жизни на Земле, и все отобранные под их заботу гуманоидные расы просто вымерли в результате управления чрезмерными электрическими импульсами, которые пропускались через их форму. Тем не менее, данные боги упорно продолжали оставаться в поисках жизни, над которой могли бы властвовать, ибо ни один из других ложных красных богов не предоставил им какой-либо возможности влияния на свои собственные коренные расы. Исходя из нарастающей злобы, жажды власти и необузданной зависти, ими был проделан маневр с помощью грезы, которая привлекла Аннанук к земле. Вишну и Яхвех принялись изучать виртуальные вариации далекого будущего, и они увидели возможность существования еще одной гуманоидной расы, которая могла бы проживать на Земле и имела возможность с ними взаимодействовать. Тогда два потерянных бога начали искать способ, с помощью которого можно было бы заякорить данную грезу, которая затем перешла бы в жизненную реальность Земли. Увы, они нашли способ заякорить эту грезу через дельфинов и китов в своем настоящем времени. Греза предназначалась для небольшого семейства гуманоидных существ из Плеяд, вещавшее им прийти на Землю и воздвигнуть свой лагерь. Вдобавок ко всему, плеядианское семейство функционировало в электрическом потоке и энергии Меркабы, так же, как Вишну и Яхвех. Нарастающая вероятность такого будущего, вместе с информацией, устремившейся к будущему набору еще не представленных на Земле людей, вызывала проблему в энергетических полях великих мастеров.
Когда грезу заякорили, через грезу дельфинов и китов, эта электрическая греза вызвала большие проблемы у великих мастеров. Заякорение Меркабы в пространстве Земли вызвало к тому, что через магнитные энергетические структуры великих мастеров планетарного масштаба начали пропускать электрические импульсы. А поскольку инцидент относился к неизвестной им грезе и имел место в будущем, и к тому же потенциальном будущем, которое по определенным причинам великие мастера не могли воспринять и осознать, они не смогли противостоять манипуляции. В то время, когда энергетическая система магнитного мастера была подвержена мощным импульсам электричества, вращение чакр и полей замедлялось, система энергетических каналов разрушалась, возникало огромное количество межпространства. Когда большое поле мастера, размером с Солнечную систему, замедляется, оно становится нестабильным, вихляющимся и шатким, и в такой нестабильности эфирное тело начинает рваться или испытывать тяжелые удары, как юла, во время замедляющего вращения. В момент такой разбалансировки, электрические отрицательные змеи, формирующие межпространство, входили в эфирное тело, перекрывая огромные области в целом потоке энергии. В результате воздействия достаточно мощным потоком электричества, в их биологических формах, сразу же произошло воспламенение большого количества воды. Вот почему великие мастера погибли так быстро. Их поле быстро разрушалось и сжималось от размеров Солнечной системы до оболочки эфирного тела, в некоторых случаях приводя к смерти физического тела в течение 48 часов. Вода взрывается, когда на нее воздействуют мощными зарядами электричества. На этом принципе построена термоядерная водородная бомба. Мысли формы возгорания воды для цели уничтожения великих мастеров послужила предпосылкой создания водородной термоядерной бомбы в будущем. В настоящее время, в научной среде, вашими учеными исследуется тематика холодного ядерного синтеза, возможность осуществления ядерной реакции синтеза в химических, атомно-молекулярных системах, без значительного нагрева вещества. Этот принцип был применен по отношению к древним великим мастерам. Таким образом, явление возгорания воды также связано с кармой дельфинов, китов и человеческого вида. Мы видим, что та же самая схема, которая привела к вымиранию 11 коренных красных рас, была применена в отношении великих мастеров. Смерть великих мастеров и передача их голографического знания красным богам породила первый, глобальный, раскол во всем человеческом сознании в целом. Этот раскол был использован для того, чтобы знания, принадлежащие человечеству, были переданы виду дельфинов и китов. Человеческое сознание резко понизилось в вибрации, и это было первым, глобальным падением человеческого сознания на Земле, около 49 тысяч планетарных лет назад. Смерть великих мастеров вызвала распространение и нарастающее увеличение страха и мыслеформы смерти по всей Земле, что в конечном счете привело к плотоядному поведению одного вида по отношению к другому, вместе с сокращенной продолжительностью жизни, старением, болезнью и смертью, ставших уже нормой. Люди начали убивать ради употребления в пищу животного белка. С этого времени, на протяжении столетий, разрушительная карма дельфинов и китов возвращалась им обратно в кармическом кругообороте. Люди начали охотиться,
и убивать также и представителей царства дельфина и кита. Первоначальная причина, как и почему дельфины и киты разрушали людей, долго была ими забытой, оставляя их чувствовать себя жертвой обстоятельства. Поскольку первопричина была раскрыта, дельфины и киты сейчас понимают, почему с позиции человеческого вида за ними велась злонамеренная охота. Это их кармический возврат. При передаче части человеческого сознания дельфина китовым видом, человечество лишилось своего единства, гармонии и равновесия, вместе с внутренним видением и пониманием сновидения, ибо все это было частью единого голографического знания, как человеческого гуманоидного вида. Со смертью великих мастеров, человечество также утратило свой внутренний ландшафт, сознательность, вместе со способностью испытывать бытие. Люди становились все больше внешне ориентированными и направляемыми научным образованием, а не внутренним, не интуицией, опустившись до уровня, где почти любое знание внутреннего мира воспринимается как фантазия, ерунда или бессмыслица в текущих человеческих реалиях. Продолжительность жизни красного народа снизилась, в среднем, до 1000 лет. Многие посвященные жалуются на то, что не являются ясновидцами. Несомненно, основная причина такого стереотипа состоит в потере определенного знания, переданного формам дельфинов и китов. Для тех, у кого дело обстоит именно так, восстановление своего знания поможет в открытии ясного внутреннего видения и знания. К тому же, восстановленное знание увеличит вашу открытость планам сновидения, когда сновидение было заново организовано во всем мировом масштабе, в ходе вознесения Земли. Каждый из 48 великих мастеров, которые умерли, оставили после себя потомство, которое позже пыталось вознестись, и известны как Маха-Вишну, древние египетские боги, или древние фараоны, но не те фараоны, о которых знает ваша история. Со временем, процесс вознесения был также утрачен вместе со всеми генетическими архивами, делающими такой процесс невозможным на физическом плане. После смерти великих мастеров, их потомки, Маха-Вишну, имевшие 15 тысяч ДНК, утратили способность инициировать 21 тысяча дополнительных единиц ДНК, а вместе с этим и способность к полному биологическому вознесению. После таких событий, поколения, которые последовали от имевших потомство великих мастеров, сформировали у себя шрамовую ткань, вместо недостающей информации. Вследствие того, что данные рубцы – это результат потери информации к водному царству, таковые часто содержат в себе внутреннюю связь с водой. Такого рода связь с водой, в определенных областях формы, приводит к избыточному элементу воды, которая со временем топит клетки, тем самым приводя форму к онкологической болезни. Те, кто несет в себе воспоминания о сгорании воды и удерживает родословные великих мастеров, могут обнаруживать у себя симптомы заболевания раком, ибо это есть результат записи в форме такого рода травмы, повторяющейся в настоящее время. На любом этапе пути, когда происходит разрушение или тела света, или большого поля ауры, у посвященного начинается быстрое падение вибрации. Если упадок разворачивается в больших объемах, или в весьма быстром темпе, человек может умереть. Так, красные ложные боги добрались до заветной информации, которая никогда не доставалась им эволюционным путем. Ложные красные боги конфисковали информацию, как у великих мастеров,
так и их душ, разрушая последние на фрагменты, до тех пор, пока души не утратили память о том, кто они, или почему пришли на Землю. Когда после смерти великих мастеров, красные ложные боги получили их информацию, они наконец обрели сведения о Вознесении. Информация Вознесения была распределена среди красных ложных богов неравномерно. Некоторые получили доступ к информации, охватывающей биологические изменения. В число таких богов вошли Будда, Гуаньинь и тот. Красные боги также переплелись своими полями с энергетическими решетками уничтоженных душ великих мастеров, точно так же, как и энергетическими решетками душ людей. Вот как впервые души смешивались с человеческой энергетической решеткой и ДНК. В свою очередь, человеческая форма также оказалась смешанной с энергетической решеткой и ДНК, которые принадлежали душам. Энергетическая решетка и ДНК, которыми обладает душа, сильно отличаются от эфирной энергетической решетки и ДНК, относящейся к форме. Нефизическая энергетическая решетка также весьма отлична от той, которая поддерживает биологический проводник. Начав повсеместно внедряться в реалии людей, смешение двух форм энергетической решетки впервые вызвало опыт болезни в красной расе, и в частности, у тех, кто имел отношение к великим мастерам. До перехода через эту стадию, болезнь была лишь недомоганием, возникавшим только в конце длинной жизни, ну а после смерти великих мастеров, болезнь начала проявляться в молодых формах, и даже в новорожденных красных детях. Все это происходило в результате различия элементов, которые удерживают душу и форму. Один вид элемента удерживает эфирное плетение, а другой удерживает форму. Элементы, которые удерживают эфир, не несут в себе информацию, как должным образом сохранять форму, чтобы поддерживать в ней продолжительную жизнь, здоровье и процветание. Более того, когда вещание грезы, которое предназначалось только для человечества, внезапно стало частью грезы души, последняя испытала падение в человеческие стремления и интересы. Так, впервые, и далее, впоследствии, души озадачились биологическими заботами, такими как постройка эфирных домов, храмов и городов. Увы, генетические пакеты с 36 тысячами единиц ДНК, которые получили мастера, составляли менее 28% от полного набора генетики, которую несла в себе духовная элита Сириуса, 128 тысяч единиц ДНК. С таким ограничением, они не могли выстроить стопроцентную защиту, и оказались открытыми для разрушения. А когда знание, с которым они родились, перешло другим, этим знанием лишь злоупотребили, в целях причинения вреда всему живому на Земле. Многое происходило лишь потому, что в силу генетической ограниченности, великие мастера не могли понять, что происходит, куда в действительности уходит их энергия, информация, и соответственно предпринять попытку остановить происходящее, и отразить разрушение, или сокращение своих полей. Сириусианские власти обманули ожидания великих мастеров, перестав наблюдать или вмешиваться в происходившее на Земле. Сирианцами дело представлялось так, как если бы это был личный добровольный выбор мастеров. В конечном счете, когда проблемы вылезли наружу, Сириус отказался отвечать на их кризисные призывы о помощи. К сожалению, мастеры оказались проигнорированными в условиях Земли. И так как люди существовали в совершенно обособленной от Земли, сириусианской грезе,
и не могли никого призвать на помощь. По-видимому, этот момент тоже был частью плана Сириуса. Сириус утверждает, что никогда не отбирал людей на Землю в целях вознесения, что в общем-то и подтверждает факты просмотра голографических записей. Отбор красной расы на Землю производился исключительно для исследовательских целей, а затем для добычи золота. Земля, обладая способностью простираться назад во времени и исследовать мысли и действия великих мастеров Сириуса, видит, что это именно то самое, что и было сказано ими по поводу их цели. Однако, 6 голограмм великих мастеров показывают, что шестая голограмма, Бог, богиня Вознесения в пятое измерение, появилась в результате намерения Вознесения, которое выразила Земля. Намерение Земли к Вознесению спрессовалось в человеческую грезу, вызывая в итоге рождение ребенка, несущего в себе все необходимое знание, которое позволило бы в будущем человеческое вознесение. Однако, душам управителей земного человечества были переданы иные наставления и широчайшие полномочия относительно того, как поступить наилучшим образом, чтобы повергнуть земное человечество в бездну страха, боли, отчаяния, полного падения сознания, смерти и полного уничтожения, обеспечивающего сириусианской гуманоидной расе подъем в благостное существование пятого измерения. Таким образом, красная раса, заведомо, была генетически запрограммирована для вымирания. Так, мысли формы смерти и стереотип полного уничтожения впервые разыгрались в реалиях Земли посредством манипуляции коллективной грезой против всего человечества в лице древних великих мастеров, присутствие которых было, в общем-то, по большому счету, не в интересах Сириуса, не в интересах поставленных ими управителей. Сириус представляет собой смешение энергии генетики Плеяд, Арктура, Андромеды, Ориона и Альбериона. Сегодня можно сказать, что захват власти на Земле гуманоидами творения Альберион и размещение арктурианских ядов в земном пространстве был произведен с разрешения и в соответствии со стратегическим планом Сириуса по освоению пространства Земли с целью захвата, для добычи ресурсов, а также формированию плацдарма для своего собственного вознесения. Очевидно, что его намерением было подготовить Землю и человечество как альтернативную базу для своего вознесения, и для этого они были назначены на смерть. Такие действия породили груз кармы, ибо они шли против всех норм созидающего закона, сплетавшие грезу для другого, чтобы он ее испытал, не имея на то взаимного соглашения. В своем восхождении, Сириус, так же как и Арктур, не очистили свою карму, а переложили на человечество, дельфинов и китов, а также на другие 24 планеты, и абсорбировал для своего употребления позитивный поток энергии от 4 других творений, которые также испытали падение сознания. Вот как сознание утрачивалось в одном творении, только для того, чтобы передать его куда-нибудь еще, в другое творение. Здесь мы попадаем в область кармы, касающейся стереотипов превосходства, поскольку сириусианцы отказались предоставить человечеству, включая духовную элиту, полный набор ДНК, позволяющий осуществлять вознесение в пятое измерение. Некоторых из вас это может удивить, но это было сделано для того, чтобы сириусианцы могли сохранять полный контроль над земными ресурсами, ради которых они пришли на Землю изначально. Родословная Сириуса
предоставившие для клонирования свой генетический материал, унаследовали карму этого опыта. Ибо нельзя создать кого-либо из собственного генетического материала, не взяв на себя ответственность за свое творение, а если ответственность никак не проявлялась, будущие жизни просто пойдут на то, чтобы прожить подобный опыту своего собственного творения. Что это означает? Это означает, что люди Сириуса или придут к пониманию и осознанию того, что они сотворили, или, в противном случае, проживут жизнь, манифестировав опыт падения генетического материала, поскольку в свое время сами создали неполноценный клон человека, тем самым осуществив искажение с точки зрения закона непричинения вреда. В этом мы опять предусматриваем нарушение созидательного закона в действии. Нельзя сотворить что-либо, с кем-то или по отношению к кому-то, впоследствии не испытав это на себе самом. Если вы создаете раба с укороченным генетическим материалом, ваши собственные будущие потомки испытают непосредственно на себе становление рабами с неполноценной генетикой. Такова причина и следствие в действии. В настоящее время Сириус обеспокоен этим обстоятельством, в связи с чем в настоящее время в пространстве Земли присутствуют посланцы Сириуса, исследующие все сотворенные ими искажения. Таким образом, упадок человеческой расы был создан посредством усеченной генетики. Этот упадок был результатом мыслеформы, которой свойственны искажения, и этой мыслеформой является ожидание того, что люди с меньшими способностями и неполноценным генетическим материалом вознесутся под руководством людей с большими способностями и целостной генетикой. Здесь проглядывается существование самого важного урока, имевшего место в среде научного экспериментирования и клонирования. Никто не может создать человека меньших возможностей, не пожертвовав при этом своим мастерством и вознесением. И, вероятно, это главный урок прежде всего для прародителей красной расы с Сириуса. Не следует заблуждаться, что сириусианская духовная элита не понимала, что делала. При всем этом, она осознавала факт искажения, не предусматривая для себя никаких последствий, и настраивала реальность Земли в качестве противоположной полярности, якобы необходимой для сириусианского вознесения, чтобы Земля испытывала падение, а Сириус возносился бы в равной пропорции. Сириусианская элита искренне полагала, что подобные действия – это единственный путь, следуя которым они смогли бы вознестись, как на двусторонних качелях, и к большому прискорбию настроили таким образом реальность Земли, позволив событиям на Земле развиваться разрушительным образом. Мы видим, что проблемы гуманоидной цивилизации на Земле являются результатом искажения человеческой генетики. Бесполезно оценивать души в рамках человеческого проявления, поскольку они способны на взаимоотношения, ограниченные генетически, независимо от того, насколько великолепен мастер, находящийся за воплощением. Когда генетические ограничения будут преодолены, человеческое бытие вернется к состоянию, в котором всегда стремилось существовать, в мире, радости, любви и изобилии для всех. Сириусианцы сознательно манипулировали падением Земли и человечества, с целью своего вознесения в пятое измерение, не только через усеченную человеческую генетику, но и через заякоренную вокруг Земли сириусианскую грезу, посредством группы сириусианских маргиналов, прибывших с Сириуса для управления, курирования первыми человеческими племенами, и провозгласившими себя среди них богами.
В настоящее время Сириус, так же как и Арктур, Андромеда, Плеяды и Орион, представляет собой выраженную в пятом измерении трехмерную мыслеформу. Трехмерная мыслеформа пятого измерения представляет собой мыслеформу причинения вреда, мыслеформу изъятия информации, энергии и транспортировку их в другое место, тем самым достаточно истощая жизненную силу, чтобы вести к старению, болезни и смерти. Трехмерная мыслеформа Сириуса, Арктура, Плеяд, Андромеды и Ориона представляют собой мыслеформу смерти, разрушения и полного уничтожения. Таковое равносильно причинению вреда, поскольку как Сириус, так и все вышеозвученные привели к разрушению многие творения, чтобы возноситься самим. Эта мыслеформа позволяла разрушать одни творения, чтобы поддерживать жизнь других. Этот цикл способов мышления является стереотипом многих творений, который проигрывался на протяжении многих эонов времени, за пределами нашего великого центрального Солнца, а также за пределами текущего разворота нашего Тао. Имеются записи, которые Земля, тем или иным образом, хранила внутри себя. Запись о том, как 8 миллиардов творений потухли, каждая из которых вымерла в третьем измерении, а затем стала причиной воспламенения вышестоящих звезд, после их попытки вознестись домой. Представьте себе 8 миллиардов творений, берущих начало ниже 72-го измерения, и ни одно из которых не возвратилось к своему великому центральному Солнцу. Все они сгорели при попытке вознестись. Подобная динамика, в лучшем случае, временно поддержит жизнь где-нибудь еще, но неизбежно приведет к уничтожению целого. Потому что когда одно творение одной природы обеспечивается информацией и системами из другого творения, другой природы, смешение двух различных систем энергии ведет к деградации и вымиранию, ибо они несовместимы между собой. Следовательно, фактор угасания имеет место не только для творения, которое разграблено, разделено и потухло. Он также присущ творению, которое изымает для себя информацию, со временем также приводя его к затуханию, вследствие несовместимости энергетических потоков разной природы. Именно по этой причине все творения, которые существовали вне своих великих центральных солнц, никогда не возвращались домой вновь. Каждое было слишком деградированным и искаженным, и всегда происходило одно из двух: либо они вымирали, либо воспламенялись после попытки вхождения. Сгорание планет при попытке вознесения приводит к созданию черных дыр, накачивающих межпространство, которые препятствуют необходимому импульсу вознесения во всех звездах, которые проходят через тот же самый пространственно-временной квадрант. Это является основной причиной всех черных дыр, которые ваши ученые осознают благодаря телескопам. Черная дыра – это остатки сгорающего тримерного творения, которое потерпело неудачу при вхождении в собственное великое центральное Солнце. И если Земля потерпит неудачу и упустит свое вхождение, воспламеняясь, все остальные звезды, использующие тот же пространственно-временной континуум, чтобы снова войти в великое центральное Солнце, также возгорятся. Таковы масштабы и последствия стереотипа полного уничтожения с целью поглощения, потребления. Итак, вы видите, что не только третье измерение идет к затуханию в таких реалиях, но также различные звезды, существующие ниже определенного измерения. Так, целые творения,
были назначены на разрушение, смерть и полное уничтожение. Происходящее с человечеством сегодня – это повторение случившегося когда-то с 11 другими коренными расами и великими мастерами, которые погибли. Сегодня люди с двумя цепочками существуют на грани таких реалий: межпространства больше, чем меридианов. В результате множество меридианов заблокировано, что приводит к сокращенной продолжительности жизни, опыту старения, недомоганию, болезни и смерти. Межпространство увеличилось до таких размеров, что протекающей через систему меридианов жизненной энергии стало просто недостаточно, чтобы поддерживать жизнь. Так, человеческая раса на Земле почти вымирает. Фактически, человечество находится на грани вымирания в данное историческое время, если бы не выбор Вознесения. Продолжение следует.